Привет, друзья! Сегодня у нас будет топ-5 мест, куда можно съездить в Грузии, особенно если вы на машине. Первое место – это каньон Мартвили. Сейчас мы находимся здесь, плывем на лодочке. Поехали на лодке. Все, идем. Безопасность самое главное. В поездках на лодках пристегивайте все ремни и погнали. Алексей, расскажите свое впечатление. Мы проехали, очень красиво, увлекательно, но мало по времени. Но оно того стоит. Если окажетесь в здешних краях, обязательно приезжайте и прочувствуйте всю красоту Грузии на себе. Получается, за 17 лари вы заходите в сам парк, смотрите на прекрасные виды этого парка, и за 15 лари вас катают на лодочке. Поинт номер 2, куда мы с вами поедем, это пещера Прометея. Входной билет в пещеру стоит 23 лари. И если вы хотите прокатиться на лодочке еще по пещере, то нужно доплатить 17,25 за бот-сервис. Вот такой прайс. При покупке билетов вам пишут время, когда вы должны зайти в эту дверь. А пока вы не зашли, можете посидеть, отдохнуть на лавочке. В общем, нам нужно будет идти 1,5 километра пешком до пещеры. Такой мини-хайкинг. И потом в конце пути нашего нас должен забрать автобус и отвезти на парковочку. Сейчас мы стоим на выходе из пещеры, и хочется поделиться первыми впечатлениями. Во-первых, понравилось то, что оптимальный маршрут, то есть у тебя занимает ровно час, ты идешь 1,5 километра, и это ни много ни мало, то есть не надоедает. И прикольно то, что есть маленькие залы, есть какие-то огромные залы с красивыми подсветками. Короче, очень классно. Я был в жизни около 5-6 пещер, и везде были... Ну, либо они были короткие, либо они были там слишком маленькие, либо слишком большие. Короче, здесь оптимально все. Советую эту пещеру, рекомендую. Мы сейчас находимся на входе в каньон Акацию. Мы приехали в 17:28, 17:30 заканчивают продавать билеты. Поэтому успели в последний вагон, последний поезд. Появились новые подробности, мы опаздываем к каньону, туда идти 2,5 километра. Мы не успеем, потому что там в 6 часов вечера уже закрывается вход. Поэтому поедем на такси за 100 лари. В общем, мы взяли трансфер за 20 лари с человека и ни капли не пожалели, потому что дороги убитые, а доехать как-то надо, а пешком очень долго и далеко. В конце пути вы подъезжаете к такому интересному архитектурному решению, в котором находится касса, и проходите дальше. Опять спускаемся вниз, навстречу новым приключениям. Нас ждет еще 890 ступенек вниз, а потом эти же ступеньки наверх.
Друзья, сейчас мы находимся на этом каньоне, который акации. Блять. Короче, тут страшно очень сильно для тех, кто боится высоты. Здесь огромные просто высоты, и внизу такая поверхность, с которой ты видишь землю. И те, кто боится высоты, реально очень страшно. Я иду вот так вот, все время держусь. Так что, кто боится высоты, ну, это такой экспириенс обалденный. Алексей, каковы ваши эмоции? Расскажите, пожалуйста. Ну, когда смотришь под ноги себе, то немного отсыкиваться начинает. А если смотреть вот сюда, то не страшно. Мы дошли до крайней точки этого маршрута. Никого кроме нас нет, потому что мы, видимо, пришли поздно. Все уже разошлись. И тут открываются вот такие вот виды. Блин, ну камера, конечно, не передает этого всего. О, Сонь, Да. расскажи, пожалуйста, как тебе этот прекрасный аттракцион? Мне кажется, очень увлекательно. Идешь, и под тобой не знаю сколько метров, очень захватывает дух, и виды потрясают дух. Алексей, что бы вы могли сказать по поводу этого прекрасного каньона? Ну так, сжимается одно местечко, когда смотришь под ноги. Кажется, что как будто бы упадешь, но ты продолжаешь стоять на своем месте. Это метафора жизни. Ага, спасибо. Следующая точка даже не точка, а целый город. Это город Боржоми. Здесь можно посмотреть довольно-таки много мест. Мы сейчас по ним пройдемся с вами. Ход с собаками запрещен. В общем, мы прошлись по всему парку, дошли до конца. Прогулка около 15 минут. Здесь довольно все просто, скудненько, туристов нет, конец сентября, аттракционы не работают, тишина, спокойствие. Гамарджус. В общем, мы решили сходить на источники. Есть два варианта, как добраться до источников. Первый вариант пешком через парк, а второй вариант можно доехать до парковки и спускаться минут 10-15 вниз до базы. Понаехали в баню в нашу, заселили. Козу. Спасибо. Следующий поинт, куда мы добрались, это ванны солевые в Боржоми. Солевые. Следующий поинт, куда мы с вами добрались, это серные ванны. Вход сюда стоит 10 лари, и здесь 3 бассейна. В общем, экспириенс после ванн следующий. Мы сюда пришли в 6 вечера.
вода такая средней температуры, ты залазишь, плаваешь, все классно, все круто, а потом, когда вылазишь, когда уже солнышко зашло, уже немножечко ветерок гуляет, ты выходишь и очень холодно. Поэтому, если вы идете, берите с собой термос с чаем. Это будет штука вас очень выручать. Поэтому эмоции такие. Совершенно случайно мы ехали в Вардию и по пути заехали в город покушать. И здесь, блин, очень классная, крутая крепость Рабат. Еще очень вкусное есть кафе Мимино. Если будете проезжать рядом, обязательно заедьте, покушайте. Здесь обалденные виды и очень вкусная еда. Возле крепости Рабат кафе Мимино. Прям обязательно к посещению. Невероятно вкусно. 10 из 10. Даже есть бассейн, можно поплавать, если тепло. А из бассейна вид на город Скале. Заселяться в отеле, который с хорошим видом, который с хорошим сервисом, качеством, прекрасной зоной отдыха, где у тебя есть теннис, бильярд, бассейн. Это прям особый вид удовольствия. И хочется платить за такие вот кайфы. Поэтому это одна из точек, которая будет для нашего видео. Сейчас мы находимся в следующей точке. Это Вардия, это город в скале. Цена билета 15 лари. Чтобы подняться на автобусе, нужно заплатить 2 лари. И чтобы взять с собой гида, 45 лари. Еще за 15 лари вы можете взять аудиогид вместо человека. Сейчас пойдем туда наверх, посмотрим, как это все выглядит. И потом уже по окончании нашего путешествия я сниму уже общее впечатление. Интересно. А если вы клаустрофоб, не залазьте внутрь. Наша экскурсия подошла к концу, и вот основные моменты, которые рассказал гид, что эти пещеры были построены в 12 веке, проживало максимально здесь 50 тысяч человек. В общем, здесь есть винные комнаты, есть аптеки, есть канализация. В общем, и даже до сих пор здесь живут монахи, прям рядом. И, видимо, тут может кто-то приезжать на ретрит и оставаться здесь с монахами. В общем, очень интересное место, советую, приезжайте обязательно. Вид из самой скалы прям действительно поражает. Очень-очень высоко. Ощущение как состояние полета. Изначально, когда мы составляли маршрут, Вардия была прям топ-1 мест, которые точно нужно посетить. В итоге, когда мы приехали сюда, прошли здесь все, это оказалось действительно так, это обалденное место, действительно топ-1 в этом путешествии.